Приветствую вас, друзья! Огромное вам спасибо за активность и поддержку. Тайфун Данас, обрушившийся на Тайвань в ночь с 6 на 7 июля, принес с собой рекордные ветры и сильные дожди, вызвав значительные разрушения, особенно на густонаселенном западном побережье острова. По данным Центрального метеорологического управления Тайваня, тайфун достиг юго-западного побережья поздно вечером 6 июля как тайфун второй категории с максимальной скоростью ветра до 196 км в час. По данным СМИ, 2 человека погибли, более 330 получили ранения. Еще около 3000 человек были эвакуированы из зон риска, особенно в южных регионах, таких как Тайнань и Цзии. Сильный ветер вырвал с корнем деревья, повредил дорожные знаки и сорвал кровлю зданий. В некоторых районах наблюдаются перебои с электроснабжением. В южных и юго-восточных регионах, включая уезды Хуалянь, Тайдун и полуостров Хэнчунь, зафиксированы сильные дожди с осадками до 230 мм, что привело к локальным подтоплениям. Власти закрыли несколько национальных парков, включая Кэндин и Шуанлю, а также приостановили некоторые рейсы паромов и авиаперелеты. Тайваньская высокоскоростная железная дорога работала в обычном режиме, но с пониженной скоростью на некоторых участках для обеспечения безопасности. Власти призывают жителей избегать прибрежных зон из-за опасных волн, особенно на островах Харкит, Грин, полуострове Хэнчунь и в уезде Пэнху. Тайфун Данас сформировался 29 июня к востоку от юго-западного Лусона и 4 июля был классифицирован как тропический шторм. К 5 июля он усилился до тайфуна второй категории. После прохождения Тайваня тайфун направился в сторону Восточно-Китайского моря и, по прогнозам Китайского метеорологического управления, должен достичь побережья между городами Тайчжоу и Фучжоу к вечеру 8 июля. В Забайкалье самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Читинском районе через 16 минут после взлета. Инцидент произошел около 3 часов 30 минут по московскому времени. На борту были 10 парашютистов и 1 пилот. По словам губернатора Забайкалья, госпитализированы 9 человек, 3 из них находятся в тяжелом состоянии. Погибших нет. Начальник Читинского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ заявил, что при наборе высоты у самолета остановился двигатель. Неисправность двигателя как причину жесткой посадки подтвердили и в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. Мощные ливни, обрушившиеся на Новосибирск 6 июля, вызвали масштабные подтопления улиц, превратив дороги в реки и парализовав движение в ряде районов города. По данным метеорологов, ливни сопровождались шквалистой ветром скоростью до 25 метров в секунду. Улицы в Первомайском районе, на Плющихинском жилмассиве и проспекте Карла Маркса оказались затоплены. Под водой оказались и остановки общественного транспорта, пешеходы и водители с трудом передвигались по городу. Основной причиной подтоплений стала неэффективная работа ливневой канализации. Система водоотвода не справилась с обильными осадками, в некоторых местах она оказалась забита. Власти города для борьбы с последствиями ливня перевели коммунальные службы на усиленный режим работы, проводилась чистка ливневок и улиц.
Смотрите, что творится. Просто, вообще, это улица Большевистская, товарищи, это не какая-то окраина. Просто атас. На Армению обрушился сильный ветер, который привел к значительным разрушениям в Ереване, а также в Вейцзорской и Армавирской областях. По данным спасательной службы МВД Армении, стихия повалила множество деревьев и столбов, а также сорвала кровлю с крыш зданий. Сигналы о повреждениях поступали из различных районов Еревана, а также из города Джермук и села Нарапат. Спасательная служба МВД Армении активно работает над ликвидацией последствий стихии. В Ереване и пострадавших областях продолжаются восстановительные работы. Власти призывают жителей соблюдать осторожность, особенно вблизи поврежденных объектов, и избегать зон с неустойчивыми конструкциями. В районе Эль-Бетель в Гвадалахаре на пересечении проспекта Маликон и улиц Бицур и Сидон 4 июля образовался крупный провал, повредивший сразу несколько транспортных средств. Длина провала составляет 40 метров, ширина 10 и глубина около 6 метров. Внезапно образовавшаяся воронка поглотила грузовик с песком, малолитражный автомобиль и часть грузового автомобиля. Из ямы виден также коллектор диаметром не менее 1,5 метра. По предварительным данным, причиной провала мог стать шторм, прошедший 28 июня, который подмыл грунт под дорогу и вследствие повреждения коллектора. В результате инцидента пострадали 3 человека, женщина и 2 несовершеннолетних, они получили легкие травмы и были доставлены в медицинские учреждения. Мощные наводнения, вызванные проливными дождями в Центральном Техасе, унесли жизни не менее 69 человек, еще 41 числятся пропавшими без вести, сообщают официальные лица штата. Трагедия, начавшаяся в ночь на 4 июля, стала одним из самых смертоносных наводнений в истории региона, особенно сильно затронув округ Кер, где погибло 68 человек, включая 28 детей. Наводнения начались после того, как за несколько часов в регионе выпало до 380 мм осадков. Река Гуадалупе вышла из берегов, поднявшись на 8 метров всего за 45 минут, смыв дома, транспортные средства и инфраструктуру. Особенно сильно пострадал христианский летний лагерь для девочек Кемп Мистик в округе Кер, где находилось около 750 детей. По состоянию на 6 июля судьба 10 девочек и одного вожатого из лагеря остается неизвестной, тела 4 детей уже найдены. Среди погибших 15 детей в округе Кер, а также взрослые, включая школьного учителя, погибшего при попытке спасти семью, и женщину, чей автомобиль был унесен потоками воды по пути на работу. В соседних округах также зафиксированы жертвы. 6 человек погибли в округе Трэвис, 3 в округе Бернет, 2 в округе Кендалл, по 1 в округах Том-Грин и Уильямсон. Наводнение разрушило дома, дороги, мосты и линии электропередач. Лагерь Кемп Мистик оказался практически полностью уничтожен. Кабины затопило до потолка, стены и окна разрушены, а личные вещи покрыты грязью. В городе Кервилл и близлежащем Инграме спасатели работают среди завалов из деревьев, перевернутых машин и мусора. Губернатор Техаса Грег Эббот подписал расширенную декларацию о чрезвычайной ситуации, охватывающую несколько округов, что позволило привлечь дополнительные ресурсы для спасательных операций. Более 850 человек были эвакуированы, в том числе с использованием вертолетов, лодок, дронов и машин для высоких вод. Поисковые команды работают круглосуточно, фокусируясь на обнаружении выживших, несмотря на уменьшающиеся шансы с течением времени. Эббот подчеркнул, что поиски будут продолжаться, пока не будут найдены все пропавшие. Вулкан Синмаэдаке, расположенный в горном массиве Кирисима на острове Кусю, в Японии, 6 июля вошел в фазу активного извержения, выбросив столб пепла на высоту до 3000 метров.
Извержение, сопровождаясь выбросом лавы и густого серого дыма. По одному из склонов вулкана наблюдался сход пирокластического потока. Как сообщает японское метеорологическое агентство, дороги, дома и сельскохозяйственные угодья в префектурах Кагасима и Мидзаки оказались покрыты слоем вулканического пепла, что повлияло на безопасность на дорогах, а также на сельское хозяйство. Уровень вулканической опасности был повышен до 3-го еще 27 июня после обнаружения признаков повышенной активности вулкана. Действует запрет на приближение к вулкану в радиусе 4 километра от кратера. Жителей призвали проявлять осторожность, особенно в зонах, расположенных по направлению ветра, где пепел и мелкие камни могут переноситься на большие расстояния. Проливные дожди, обрушившиеся на город Матарам, административный центр провинции Западная Нуса-Тенгара, вызвали масштабное наводнение, затронувшее районы Чакранигара, Бертаис, Силагалас и Сандубаю. Проливные дожди привели к переполнению местных водоемов и перегрузке городской дренажной системы, которая не справилась с объемом осадков. В районе Чакранигара уровень воды достигал 2 метров. Под водой оказались автомобили, доступ к ряду дорог был полностью перекрыт. Наводнение затронуло также жилые и коммерческие зоны, сотни домов затоплены, серьезно повреждено имущество жителей, некоторым даже пришлось покинуть свои дома, перебравшись в эвакуационные центры. Западная Нуса-Тенгара регулярно страдает от сезонных дождей, но ливни 6 июля оказались особенно интенсивными. Проблема усугубляется хронической нехваткой эффективных систем водоотвода в Матараме, что делает город уязвимым перед подобными стихийными бедствиями. Местные власти оперативно начали ликвидацию последствий наводнения. Спасательные службы работают над восстановлением движения и оказанием помощи пострадавшим районам. Муниципалитет занимается расчисткой затопленных улиц и устранением заторов. Власти призывают жителей избегать передвижения по затронутым районам и следить за официальными предупреждениями. Еще одно наводнение произошло в Южной Джакарте. Проливные дожди вызвали масштабное наводнение в районе Тибет-Барат. Уровень воды достиг критической отметки, затопив дороги и жилые зоны. Это привело к значительным заторам на дорогах. Спасательные службы работают над восстановлением движения и оказанием помощи жителям. Джакарта, расположенная в низменной местности и окруженная 13 реками, регулярно сталкивается с наводнениями из-за неэффективной системы водоотвода и высокого уровня урбанизации. Проливные дожди, обрушившиеся на город Уэдзинати в провинции Гильма, вызвали масштабное наводнение, затронувшее жилые районы, дороги и инфраструктуру. Наводнение началось в ночь на 6 июля после продолжительных ливней, которые привели к переполнению местных рек и водоотводных систем. Улицы города превратились в бурные реки, затопив дома, автомобили и общественные пространства. В некоторых районах уровень воды достигал значительных отметок, что также сильно отразилось на проведении спасательных операций. Основной причиной наводнения стали аномально сильные дожди и недостаточно развитая канализационная инфраструктура. Спасательные службы эвакуировали жителей из наиболее пострадавших районов, пострадавшим оказывается необходимая помощь. У побережья Балита, популярного курортного города в провинции Квазулу-Натал, 6 июля был замечен водяной смерч. Это метеорологическое явление привлекло внимание местных жителей и туристов, вызвав оживленные обсуждения. Водяной смерч сформировался над Индийским океаном в результате штормовой активности в регионе и прошел на расстоянии от побережья. На момент 7 июля информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Внезапный ливень, обрушившийся на город Кахута в районе Равалпинди, пакистанской провинции Пенджаб, вызвал сильное наводнение. Сообщается, что в результате наводнений погибла молодая девушка. Также были затоплены десятки домов. Точные данные о масштабе стихии еще уточняются.
В это же время провинции Нангархар в Афганистане наводнения, вызванные сильными дождями, привели к гибели 2 детей и травмам еще 9 человек. Пострадали несколько округов, включая Гошту, Лалпур, Назиан, Мамандару и Хиву. По данным Департамента по готовности к стихийным бедствиям Нангархара, разрушено около 280 домов и смыто примерно 5000 гектаров сельскохозяйственных угодий. Наводнения усугубили гуманитарную ситуацию в регионе, где инфраструктура уже пострадала от предыдущих стихийных бедствий. Спасательные операции продолжаются, власти призывают жителей избегать зон риска.